Бабушки, ягодки, мед, деревня. То есть ты наварила 810 рублей. Торговать петардами выгоднее, чем людей спасать. Спекулянтка. Эксплуататор бабушек. Бабушек я позвала и говорю, пойдемте станцуем для Фейсбука. А кто такой Фейсбук? Веганы, вегетарианцы. А не хотите ли вы сыграть концерт посередине где? За бесплатно. Большой турыш, малый турыш, узкий турыш, красный турыш. Ты откуда пришел? Иди туда. Гузель Равильевну позови. Знаешь, Гузель Равильевна — это я. Скажи, Гордеевой, скажи. Так, давай, значит, по порядку, что это все за банки, что вы производите? Ну что, здесь любовь сотен человек из деревни. Это варенье, которое приехало как раз оттуда, из земляничной, из жимолости. Оттуда приехала. Да, соответственно, здесь же овощная икра и лечь. Это то, что мы в этом году тоже запустили. Ты для себя как ты все это называешь? Вот то, чем ты занимаешься, это что? Бабушки, ягодки, мед, деревня, малый турыш. Унылое слово «социальное предпринимательство». Да, такое же, как наш закон о социальном предпринимательстве. Ну хорошо, что такое социальное предпринимательство? Социальный предприниматель – это тот, кто создал бизнес, который зарабатывает деньги, и посредством своего бизнеса он решает какую-то проблему. Так и мы. Мы развиваем бизнес посередине где? Там, где его обычно не существует. И своим бизнесом мы улучшаем качество жизни людей, тех, кто с нами работает. Абсолютно новый для России продукт крем-мед Гузель Санжапова стала делать весной 2013 года. Мед брали из ульев, принадлежавших отцу Гузель, и украшали ягодами, которые собирали бабушки из деревни Малый Турыш. Производство было запущено с помощью краудфандинга, то есть добровольных пожертвований совершенно незнакомых людей. Сейчас в Малом Турыше делают варенье, крем-мед, лечо, травяные сборы, сушеные ягоды, сладости и даже косметику. Это производство обеспечило работой больше 100 человек. Так, теперь самый важный вопрос. Твой любимый цвет? Наверное, оранжевый. Пошли. Правда ли, что свои первые деньги ты заработала с бабушкой, спекулируя петардами в собственной школе? Это уже было развитие бизнеса. Подожди, минуточку. Так. Первые заработанные деньги, это было с бабушкой. Мы ходили в сад, собирали там капусту, все, что растет. Потом мы пекли пирожки и продавали их на станции город Красноуфимск. Тогда там раньше поезда стояли по 30 минут, и я с корзинкой, с пирожками ходила наравне с бабушкой, их продавала. И вот тогда зарабатывался капитал на то, чтобы потом купить петарды. У меня тогда у папы уже были места на рынке, он продавал одежду. Я с ним поехала на рынок, потому что я летом тоже иногда папе помогала и носила размеры с одного места на другое. У меня тогда была зарплата 2 сосиски в пластиковом стаканчике, кетчуп на дне и кусок серого хлеба. Вот сейчас сосиски, кетчуп, серый хлеб, я это ничего не ем, потому что это какие-то воспоминания оттуда. И он мне тогда купил пачку петард. И я с этими петардами пришла в какой-то момент в школу, и мы с парнями это все быстренько расстреляли. Они говорят, а где еще взять? В центре Екатеринбурга петарды не купить было. А поскольку у меня у папы были места на рынке, я в какой-то момент смекнула и говорю бабушке, это мне было 12 лет. Я говорю, слушай, бабушка, а поехали петард купим, папа мне больше не покупает. А у меня было скопленных денег 500 рублей. На пирожках? Да. Так. И, соответственно, мы с ней поехали, купили 100 пачек петард. Так начался мой бизнес с петардами в школе. 2 месяца. Почем ты их купила? Пачка петард 5 рублей, в школе продавала по 10. Заходила на ура, 20 пачек в день продаешь до первого урока. У меня на тот момент вот чистая прибыль с бизнеса петард была больше, чем зарплата мамы на скорой. Понимаешь? В какой-то момент ты понимаешь, что торговать петардами выгоднее, чем людей спасать. Спекулянтка. Ну да, мне так классно говорила, когда меня поймали. А, да? Ну, конечно. Кто-то кладанул. Конкуренты появились, сдали меня. Так вы с бабушкой прогорели? Ну нет, почему? Когда все это дело началось, мне мама с папой сказали, это твоя ответственность, если тебя выгонят из школы, это будут твои собственные проблемы. Вот, и я иду к директору и вижу спину моей мамы, которая приходила зачем-то в школу. Я догоняю и говорю, слушай, мам, меня поймали. Она говорит, классно, твои проблемы, и все. Расскажи про маму, папу. Мама у меня работает на скорой, 30 с лишним лет. И она такой спасатель и наркоман, когда ты сутки через трое реально спасаешь жизнь.
И, наверное, воля и стойкость у меня от мамы, потому что мама хоть и маленькая, на голову ниже меня, но она очень... это тот человек, когда у тебя машина в заносе крутит и так на трассе, этот человек никогда не бросит руль. Это про мою маму. Ты знаешь, мой папа, он про логику и про нежность, как ни странно. Он учил всегда отделять зернышки от плевел, это первое. Второе, смотреть логически на весь процесс, который есть, потому что все знания во мне, и то, что я потом хорошо учила и в школе, и все началось с папы. Я в детстве очень много играла в футбол, и когда у меня болели ноги, чаще всего мой папа гладил мне ноги и как-то успокаивал меня. Поэтому это да. С другой стороны, папа всегда учил быть первым. Папа всегда учил не отступать. И папа всегда учил быть наравне. Папа мне никогда не делал скидку на мой возраст. Если он бегал кросс, я бежала кросс вместе с ним. Соответственно, сейчас ровно такая же история. Когда у нас вместе бизнес, папа он не получает никакой скидки. И его заставляют бежать так же, как бегут все. И поэтому это, это к вопросу о воспитании. Что ты хочешь получить, то надо и вложить. На икре изображен твой родной отец. Да. То есть ты вообще уже ради красного словца не пожалею и отца. В смысле? Он очень рад. А он рад? Конечно. К тому же, согласись, классно получать банку, в которой действительно реальный человек на этикетке, и ты можешь приехать в деревню, познакомиться с ним, и люди знают, что это мой папа, он же пчеловод, он же начальник производства, поэтому мы решили, что мы будем все больше и больше лиц из деревни показывать людям в городе, чтобы люди осознавали свою связь. Что там тоже люди живут. Абсолютно. Когда ты затеяла всю эту штуку, сколько людей тебе сказали, Гузель, ты там что-то не в себе, попей водички, а сколько сказали, нет, слушай, крутая идея, все получится? Мне на самом деле очень сильно повезло с семьей и с окружением, что у меня очень поддерживающее все, что касается каких-то бизнес-вопросов, и быстро подорваться и пойти попробовать сделать продукт. Это вся моя семья, она вся такая. Сейчас пойдем сходим за сахаром, карамель решила сделать, давай попробуем. Это можно сделать за один вечер. И поэтому мне в этом плане гораздо легче. А если выходить на круг шире, и когда ты вдруг в какой-то момент вслух запускаешь первый краудфандинг и говоришь, ребята, мед, вот бабушки, вот ягодки, а вот деревня, я хочу дать работу людям. Естественно, тогда вылилась целая тонна негатива, когда много людей говорили, что нет, не получится, иди борщи вари, все что угодно, но только не занимайся этим, потому что убьют, зарежут, и, в общем, и куча каких-то вещей, которые ты смотришь и понимаешь, что в большинстве своем это же все про страх. А бандосы приезжали к тебе? Нет, к счастью. Как тебе сказать? Сложно навешивать ярлыки на людей, но так скажем, что к нам приезжают разные люди. Нет, бандосы, которые говорят, слушай, мы будем твоей крышей, ты нам чуть-чуть отстегивай, и все будет у тебя хорошо с документами, и с пожарными, и с Роспотребнадзором. Нет, так нет. Так нет? А как было? Ко мне чаще приезжают люди, которые говорят, Гузель, если тебе нужно порешать какие-то проблемы, то это набери, если что. То есть, скорее, вокруг нас складывается такая аудитория, и я вижу очень разных людей. Это плюс и минус. Но вся эта аудитория почему-то стоит рядом с нами. Смотри, берем варенье. Начнем сначала. Это кто? Это моя бабушка. Ее звали Хамаира. В этом году будет 2 года, как ее уже с нами нет. И она 5 лет была лицом нашего проекта. Бабушка была самый старший человек в деревне. И с самого ей начала... было? Ей было на этой фотке? 86. Вау. Да. И она нарядила эти очки. У нее была катаракта, поэтому бабушка всегда ходила в разных очках. И эти очки как раз ей подарили ребята из Москвы. Просто пришли на маркете на Ламбаде, дали мне пачку очков, сказали, передай своей бабушке, пожалуйста. А она всегда находила любые очки какие-то в деревне. Не знаю, где она их брала. И всегда ходила в очках, потому что яркий свет, ей было тяжело. И поэтому это не нарядила. Она такая была. Но сниматься она очень любила. И то есть я приезжаю в деревню и раньше говорю, бабушка, как дела? Ой, баш, орта, тут болит, там болит. Это, говорит, голова болит.
И я говорю, слушай, я тебе привезла парик классный, гитару. Говорю, давай снимемся. И она вставала сразу, говорю, да, ну давай пойдем. И все проходило, уже ничего не болело. Для фана, когда тебе нужно что-то прорекламировать, и когда тебе нужно показать, как наши пенсионеры могли бы выглядеть, если бы рядом стояли те, кто поддерживает их в этом, она это могла. Играй, картоны, играй. Трактор надо было. Это не эксплуатация? Нет. Ну, потому что бабушка, понимаешь, тут нужно знать очень то, как она к этому относилась, и то, как она приходила на работу к женщинам, потому что она всегда была такой огонек, который заводил всех, подстегивал всех. И она очень четко на своем месте, она никогда это не говорила вслух, но она очень четко понимала, что она подает пример всем вокруг сейчас, в деревне. Потому что, представляешь, самый старший человек, она приходила вместе с женщинами на производство ягодки перебирать. И я понимаю, что от того, что она приходила, ну, то есть всем было прикольно, понимаешь, потому что ты пришел на работу, тебе 30 лет, а ты понимаешь, рядом с тобой бабушка, которая 86, которая сейчас ягоду перебирает, а дальше она одела косуху и пошла сниматься. И я понимаю, что она это делала не из эксплуатации, а потому что ей было весело, потому что она чувствовала, что она нужна. Потому что со стороны может сложиться впечатление, что вот живут себе тихие бабушки, которых лучше бы никто не трогал. И тут приехала такая Гузель, и, значит, косуху надела, значит, очки надела, пой, пляши, я сейчас тебя сниму в рекламе. А они такие как бы снялись, никто им за это не заплатил, и получается, что как будто бы их эксплуатируют. Они еще ягоды собирают. Это, кстати, да, это было одно из первых, наверное, что мне говорили, эксплуататор бабушек. У меня даже на визитке одно время было это, потому что я очень троллила людей. Потому что, да, со стороны действительно можно подумать, что вот они вот эксплуатируются, бедные, кнутом их погоняют. Но на самом-то деле, если пенсионерам, если нашим пожилым людям дать возможность ощущать свою нужность прямо сейчас, своим трудом, ягодки ты перебираешь, собираешь, неважно, этикеточку клеишь, они будут идти к тебе на работу и радоваться, потому что у них появился смысл, у них есть дело, у них есть место, где их ждут. И для для деревни, там, где 30 лет не было работы, и там, где люди живут за своими заборами, вот эта возможность пойти куда-то на работу и там обсудить все новости, это вообще-то просто это задача номер один. Мне кажется, если всех людей планеты собрать сегодня в одном месте и спросить, чего бы они хотели больше всего, то все хором бы ответили: 2020, давай, до свидания. Нет никого, по кому бы не отрикошетил этот коронавирус со всеми его локдаунами, самоизоляцией и ограничениями, и, главное, совершенной невозможностью строить планы. Кажется, никто тебе не поможет, не научит, как жить дальше, если все рушится. Ну, с кем об этом поговоришь, если всем тоже плохо? При этом повседневные наши проблемы и старые травмы никуда не делись. Свербят и мешают жить. Как со всем этим быть, неясно. Точнее, ясно. Именно так, ясно, называется новый онлайн-сервис поиска психотерапевта. Знаете, иногда даже несколько бесед с грамотным профессионалом достаточно, чтобы найти в себе силы жить и радоваться дальше. Преимущество Ясно Лайф, огромное по нынешним временам, в том, что идти или ехать никуда не надо. Достаточно заполнить онлайн анкету о себе. Так, нажимаем «Начать психотерапию». Вот анкета, общие вопросы, как вас зовут, сколько вам лет, электронная почта, часовой пояс – это важно, и был ли у вас опыт терапии. С кем комфортнее работать, мужчина, женщина, все равно, мне все равно. Что обсудить в первую очередь? Карьера, отношения с родителями, детьми, собственная самооценка – это мой больной вопрос. Романтические, сексуальные отношения. Дальше есть варианты. Предлагается выбрать того, кто лично вам симпатичнее. Симпатичнее. Кликаю на «Записаться». Готово. Ясно? Позаботились о том, чтобы вам было комфортно. Все консультации проводятся по видеосвязи. Поверьте, это ничуть не хуже, чем личная встреча. Стоимость консультации любого специалиста фиксированная – 2850 рублей за часовой разговор. На ваш выбор 240 специалистов. Чтобы выбрать своего, нужно заполнить только небольшую анкету. Опыт работы всех терапевтов на сайте не менее 3 лет. Видеоконсультации проходят в защищенном личном кабинете.
а сессии доступны из любой точки мира. Сервис уже помог 8000 человек. Ежедневно в системе регистрируется 100 человек. Смелых и честных с собой, искренне ими восхищаюсь. А еще в Ясно предлагают подарочные сертификаты. Возможно, для кого-то, кого вы знаете, такой подарок может стать действительно судьбоносным. По кодовому слову «Гордеева», нажав на ссылку в описании, вы получите 20% скидку на консультацию. И пускай вам все будет ясно. Мой дом все еще стоит, только пустует. В деревне сейчас живу, в родном месте, в котором я родилась, росла, работала в колхозе. Ходили пешком по этой дороге 12 километров. Ни машин, ни лошади не ездили. Там ягод много, земляники никогда в детстве не видал такого. Надо работать маленько-то, больше заняться делом. Больше двигаться, больше разговаривать с людьми. Какую вообще роль сыграла в том, какая ты бабушка? Очень большую. Ну, то есть это даже не передать, даже не объяснить. Потому что это тот человек, который всегда говорил «да» на любую твою задумку. Это тот человек, который тебя поддерживал вне зависимости от твоего решения. Когда ты не стоишь и не требуешь, и не говоришь, что ты должен, или надо так, а что подумают люди. Моя бабушка просто вставала рядом и говорила: поехали, за петардами, поехали, пирожки пойдем продать, давай. И я понимаю, что вот именно вот это, то, что она просто стояла рядом и поддерживала, и говорила, все получится. Именно это потом сыграло с ней вот такое веселье, которое у нас было последние 5 лет ее жизни. Потому что я тоже в какой-то момент приехала, и я поняла, что я просто хочу стоять рядом, просто хочу любить. Очень тебе ее не хватает? Очень. Это огромная дыра, которую я не могу до сих пор пережить. Ты недавно написала у себя в Фейсбуке, что ты очень горюешь о том, что бабушки уходят, вот ваши бабушки, да, там в Турыше, и вместе с ними уходит что-то такое невозвратимое. Что ты имела в виду? Какая-то теплота, радушие, когда ты приходишь и понимаешь, что здесь все на своих местах, и все это подготовлено к тому, что ты пришел. Тебя ждут. Это особый вкус, что ли, особый аромат. Это про что-то из детства откуда-то. Ну, то есть это как раз то, что мы стараемся в наших продуктах сохранить. Когда ты открываешь банку земляничного, скорее всего, кто-то вспомнит, что он ел такое же варенье когда-то там, где-то у бабушки в деревне. И вот земляничное варенье, это же такое про бабушку, все вот эти запахи, оно у всех когда-то было, кто особенно в деревне вырос и лето провел. Вот это один сегмент аудитории. Есть люди, которые покупают продукт, потому что им вкусно, не погружаясь никуда. Ну, то есть вкусное варенье, я купил. Есть люди, которые покупают наше варенье не из ностальгии, они покупают это из поддержки. Ну, потому что они говорят, мы знаем, куда вы тратите деньги, мы следим за вами там 5-7 лет. Классно. Оказывается, можно и так. Можно, чтобы одна банка варенья что-то решала. Я же не мечтала заниматься деревней, как и не мечтала заниматься бизнесом. Я дипломатом собиралась стать. Но я приехала и поняла, что я не могу больше приезжать сюда и проходить мимо и закрывать глаза. На что? На то, что мой папа также стал шоркать ногами, как жители в деревне. На то, что все вдыхают, что мы тут никому не нужны, так тут и помрем. На то, что мой папа, у него есть пасека, которая досталась ему от его отца, и его дело никому не нужно, потому что если ты пасечник, у тебя нет времени продавать мед. А представляешь, каково это, когда ты это все делаешь, и ты понимаешь, что смысла нет, тарам-тарам. Поэтому нужно было какую-то деятельность там завести, чтобы вдруг в какой-то момент открылись ворота, и каждый человек почувствовал, что он нужен. Я в какой-то момент просто не смогла спокойно уехать оттуда. Ну, то есть я уехала, и мне было очень больно, потому что я в какой-то момент осознала, что даже если я дорасту до топ-менеджерской зарплаты, даже если я буду давать родителям 100, 200, 500 тысяч рублей в месяц, неважно, давая родителям деньги, это еще не значит, что это поддержка, это еще не значит, что ты стоишь рядом. Потому что наши родители, наши бабушки и дедушки расцветают, когда ты рядом физически.
И когда ты с ними вместе что-то делаешь, а не просто даешь деньги. Если бы в первый год ничего не получилось, ты бы бросил этот бизнес? История про «если у тебя что-то не получилось, сразу бросить» — это история не про меня. Меня же учили быть первой. И если у меня не получается, меня это очень злит, если у меня не получается. И вот пока я не сделаю так, как я хотела, и пока я не удостоверюсь, что вот то, как я хотела, не работает, я не брошу до этого момента. Для этого ли ты получала образование по специальности международные отношения в МГУ? Ты знаешь, еще 5 лет назад думала, что нет, вообще не для этого. И зачем я закончила МГУ с красным дипломом. А сегодня я понимаю, что все очень сильно связано, что Малый Турыш — это вообще-то часть большого мира. И сейчас я понимаю, что мое образование мне нужно. А чем он тебе пригождается? Ну, во-первых, потому что я говорю на английском и на немецком. Это очень пригождается в Малом Туруше. В Малом Туруше пригождается, когда у тебя много международных туристов, и когда ты можешь рассказывать о стратегии развития территории в нашей деревне, у нас в России, в мире, и понимать, что твоя стратегия, она конкурентна, и что твой социальный эффект, который ты делаешь, он котируется. И поэтому, соответственно, надо понимать, где рассказывать, что рассказывать, надо знать, что такое целеустойчивое развитие ООН, например, и так далее, и так далее. То есть когда-то мне все это дали... Целеустойчивое развитие чего? Целеустойчивое развитие ООН. Так. Так, надо идти дальше гуглить. Все, что мы делаем в деревне, оно согласуется с этими целями, хотя о них в большинстве своем в России сегодня говорит крупный бизнес и принимает стратегии согласно этим целям. Ну а мы изначально так поставили развитие нашего проекта, что да, мы точно так же идем по всем этим целям. И когда мы достроим общественный центр, мы смело сможем сказать, что большую часть из этих целей мы для Малого Туруша выполнили. Вот ты приехала в Турыш, ты решила его обустроить. С чего ты решила начать? Что было первое? Первое нужно было, сделать что-то для детей, которые играют на дороге с палками. Чтобы понимать, в деревне одна улица. И если твой ребенок вышел погулять, скорее всего, он играет на обочине дороги. А я, когда я такую ситуацию вижу, я всегда волнуюсь, потому что ты никогда не знаешь, кто там за рулем и кому захотелось поехать в лес. И поэтому мы начали с того, что решили, что нужно построить детскую площадку, начали собирать на это деньги. А когда детскую площадку уже открывали, спустя некоторое время, мы увидели, что пожилое население катается на каруселях. Кто-то вечером с горки, когда дети... Бабки с детками? Да. И не только бабки с детками, и те, кому и 40, и 50 тоже. И так мы поняли, что значит, нужно место для взрослых. Так появилась беседка, где у нас лежат книги, где можно сидеть и смотреть, как твои дети играют. Потом постепенно, в какой-то момент у нас в 2016 году была засуха сильная, и пересох единственный колодец. И так мы пришли к тому, что где 40 человек придет и скажет, а можно мы у вас на производстве воду нальем? Ты понимаешь, что для людей это сейчас вопрос, это пить. То есть это то, что не терпит отлагательств. Так мы построили скважину в деревне. Когда скважину построили, все это сделали, поняли, что туристы приезжают, а у нас в деревне как-то пахнет не очень. Значит, нужен вывоз мусора. Соответственно, это тоже был процесс на 1,5 года. И видео, где как раз с чего началась вся история про клуб, бабушек я позвала и говорю, пойдемте станцуем для Фейсбука. Покажем людям, как мы радуемся. Пойдемте станцуем для Фейсбука. А они тебе что говорят? А кто такой Фейсбук? Это кто-то из области? Ты недооцениваешь. Все прекрасно понимают в деревне, что такое Фейсбук. Есть у людей смартфоны, все люди прекрасно понимают. Я сказала, что нам нужно рассказать о том, как мы рады, что у нас наконец-то стал вывозиться мусор. Потому что проблема вывоза мусора для деревень, она огромная и общая. Потому что, как правило, этой услуги не существует. И, соответственно, когда мы это сделали, я говорю, слушайте, надо как-то порадоваться, пойдемте потанцуем. Я говорю, слушайте, у меня колонки нет, говорю, будем танцевать? Они говорят, что, без музыки? Я говорю, да без музыки. Я говорю, мы потом музыку наложим какую-нибудь. Они такие, давай. И они, соответственно, в видео с музыкой. На самом деле они танцуют в 7:45 утра без музыки. Дети пешком в школу пошли. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Одна бабушка, ее зовут Фейхуна, она живет ровно напротив. Когда она танцевала, то есть она прибежала последняя, она долго, видать, собиралась, эти розовые шаровары, бусы. А она мне потом говорит, так я же директором клуба была. Я говорю, в смысле?
И дальше вот такой вот ворох историй. Мне, соответственно, был рассказан, какой был клуб, что они делали, что они ездили с частушками по деревням, что они, в общем, как-то вот жизнь жили, понимаешь? Но она говорит, вот все бы хорошо, вот был бы у нас в клуб в деревне, вот работа есть, тут это развивается, вот было бы хорошо, у нас был бы досуг. И вот я тогда призадумалась, подумала, интересно, а если бы и правда был клуб, то что бы было в нем? И так постепенно потом родилась концепция общественного центра, потому что клуб и история, она не рентабельная. Ну что, привет, друзья! Веду трансляцию с прямого поля, где сегодня, в общем-то, бурят 54 лунки диаметром 50 сантиметров под будущий фундамент общественного центра. Что такое общественный центр? Что там будет? Это большое здание, 850 квадратных метров. Когда мы стали думать, хорошо, клуб, запрос понятен, какие у нас есть еще проблемы. Мы стали думать о том, что к нам в деревню приезжает автолавка раз в неделю. И, соответственно, ты можешь купить хлеб раз в неделю, если у тебя нет машины, съездить 30 километров в соседний город. Это реальная история, но люди покупают 6-7 булок хлеба, замораживают его, размораживают, а потом едят. Это не придумка. И, соответственно, так мы поняли, ага, значит, там должна быть пекарня. Второе, у нас в деревне нету магазина. Соответственно, неважно, соль, сахар, либо ты шлепаешь пешком в соседнюю деревню 3,5 километра, либо ты едешь на машине, если она у тебя есть. Есть она далеко не у каждого человека в деревне. Соответственно, должен быть магазин. Там же будет магазин нашей фирменной продукции, потому что, опять же, что-то должно окупать вот эту площадь. Фирменная продукция зачем? Да потому что к нам каждый день в деревню кто-нибудь стучит и говорит, продайте меда, я тут мимо ехал. Соответственно, следующее помещение – это пространство для услуг, то есть оно будет многофункциональное. Мы в 2018 году еще с компанией InVitro тестировали и привозили медиков к нам в деревню и сказали людям во всей деревне, ребята, вот завтра можно сдать бесплатно анализы крови, общий на холестерин плюс ЭКГ, и заодно врач вас может сразу по ЭКГ проконсультировать. И вот тогда, 2 года назад, когда мы это все проводили, там у половины людей было нарушение показателей по крови, у половины людей нарушение ритмов сердца. И в чем проблема, знаешь? Чтобы сделать вот эти вот минимальные анализы, людям надо поехать в город 30 километров, а у нас автобус приходит раз в день. Тебе понадобится 3-4 дня мотание туда-сюда в город, чтобы анализы сдать, результаты получить, к терапевту сходить, а потом еще куда-то направление получить. И то есть, понимаешь, если у тебя будет такая штука регулярная, то есть раз в полгода, например, это значит, что есть возможность какой-то превентивной медицины. То есть, когда ты можешь зафиксировать проблему раньше, чем она обнаружится уже в ухудшенном состоянии. И поэтому у нас есть это пространство, куда мы хотим, чтобы там туда приезжали медики, чтобы мог приехать, например, офтальмолог или еще кто-то. И кто будет за это платить? В идеале мы должны на это зарабатывать. Либо второй вариант, ты будешь разговаривать с местным Минздравом и договариваться так, чтобы была возможность, чтобы сюда приезжала бригада врачей. В это же пространство для услуг хочется, чтобы когда-то туда, например, мог приехать массажист, или когда-то там мог быть парикмахер, или даже девушка, которая делает маникюр в соседней деревне, могла сделать там свой кабинет, и раз в неделю, например, у нее там был бы маникюрный салон. Потому что вообще-то всех этих услуг в деревне не существует, но рынок-то есть, и деньги начинают появляться. Я хочу, чтобы там работало несколько образовательных программ. Первая, которая нацелена на местное население, потому что абсолютно точно видно, что очень часто люди в деревне не умеют планировать финансы. Ну, то есть все, что связано с финансовой грамотностью, вот эти вот быстро кредиты, вот это все, ну, то есть это адское зло. Вот, и, соответственно, нужно с этим тоже работать, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что огромное количество подростков, которые ходят, ничего не делают. Но у них есть смартфоны, они понимают, что такое онлайн-продажи. И третье, им нечего делать. И если ты скажешь, ребята, вот растет ромашка, давайте мы из ромашки сейчас сделаем гидролат, например, а вот это вот упакуем, наш дизайнер вам поможет упаковаться, значит, есть вероятность, что там 1 из 10, например, запустит свой маленький-маленький бизнес, а мы будем помогать всячески. Как ты себе представляешь этот бизнес в 23-м году, да, когда пройдет 10 лет того, как ты занимаешься? Ну, хотелось бы, чтобы в 2023 году венец нашей инфраструктуры, который мы сейчас строим, это общественный центр, работал. Через пару лет после открытия мы поймем, какой следующий будет шаг, чтобы пойти в следующую деревню. Потому что по факту для Малого Туруша сделано достаточно много. Ну, то есть там есть стабильная работа,
Там инфраструктура подтянулась, да, и там есть детская площадка, есть чистая вода, и общественный центр тоже много даст. А дети есть на площадке? Дети есть, конечно. К нам приходят из соседних деревень играть на площадку. То есть когда-то раньше говорили, зачем вы строите в этой богом забытой маленькой деревне детскую площадку? Я говорю, ну как же, у нас есть 8 детей, хотя бы для них. Все говорили, постройте в большой. Я говорю, нет, мы будем строить здесь. А теперь я понимаю, что вот когда был у ребенка день рождения, и, соответственно, там было 16 детей. Часть детей уже приходит из других деревень. То есть сегодня детская площадка, казалось бы, маленькая, но это уже центр притяжения. А это значит, что это будет не Вася из Большого Туруша, а это будет мой друг Вася, с которым мы вместе играли у меня дома практически. А сколько из Большого Туруша идти пешком до Малого Туруша? 3,5 километра. А самое дальнее расстояние с какого к вам приходит? Тут все зависит, наверное, от того, зачем идут. Вот если к нам приходят сборщики ягод, некоторые приходят из Русского Туруша, это 7 километров пешком. То есть кого-то, может, подвезут, а кто-то на велосипеде, а кто-то пешком обратно. А с остальных уже окрестных деревень, конечно, уже ездят на машине, как-то кооперируются и привозят нам ягоды. Большой Турыш, Русский Турыш, они завидуют Малому Турышу, что вот ты оказалась выходкой из Малого Туруша, и поэтому жизнь завертелась там сперва, а потом уже... Мне кажется, что этот период мы уже прошли, и сейчас всех людей, которые я встречаю, я слышу только гордость. И то есть и Большой Турыш, и Малый Турыш, и Русский Турыш, есть еще Красный Турыш. Я понимаю, что они все гордятся, что у нас в деревне появилось что-то, чего больше нет нигде, к сожалению, пока. Вот, и поэтому сегодня, например, люди собирают у тебя ягодки, получают деньги за землянику, а послезавтра они приезжают и говорят, а продайте нам что-нибудь. А ты говоришь, в смысле? Ну, продайте что-нибудь, вот меня родители отправили, надо купить что-нибудь у вас, чтобы вас поддержать. И вот такого еще даже 2 года назад не было, конечно, это случилось там год назад, последний год я это наблюдаю. В первую партию меда ты развозила сама, села в метро и, значит, с рюкзачком... Я развозила первых спонсоров наших краудфандинговых проектов. Это когда я людям сказала, ребята, нам нужно 150 тысяч рублей на то, чтобы купить сушилки для ягод, чтобы больше бабушек смогло собирать ягодки в деревне. Да, действительно, я грузила в рюкзак баночки с медом, подписывала открытки всем и развозила по всей Москве, рисовала себе карту, там сегодня я еду по зеленой ветке, завтра по красной. И ходила и раздавала эти пакетики с медом. Мне было важно посмотреть на людей. Чтобы знать, откуда ветер дует, ты должен очень четко понимать, кому ты отдал пакет в руки. Это же основная наша ценность бизнеса, что мы связываем деревню и то, что мы производим, как раз с людьми, которые это едят. Послушай, есть такое мнение, что вот русская деревня – это ужасно инертное место. И к людям, которые приходят, значит, откуда-то оттуда, и говорят, чуваки, давайте сейчас мы начнем жить по-новому, у нас будет все динамично, классно, будем делать продукты, продавать их там и так далее. Он говорит, ты откуда пришел? Вот оттуда, иди туда. Вот столкнулась ли ты с этим? И не было ли у тебя ощущения, что ты пытаешься расшевелить то, чего не хочет шевелиться? Я бы сказала, что это, опять же, отчасти стереотипы, отчасти правда. Потому что, да, действительно, в деревнях по всей России, где бы я ни была, есть 2 стереотипа. Если ты делаешь что-то на продажу, значит, ты делаешь это плохо. Это первое. Ну, спекулянт, вот это все. Значит, и если ты пришел, да ты как пришел, сейчас быстро денег заработаешь и сбежишь. Это второе. И эти штуки, они лечатся. Просто они лечатся с годами. Просто люди должны понимать, что ты пришел сюда, чтобы с ними рядом быть. Никуда ты уходить не собираешься, потому что тебе здесь классно. Про что-то на продажу. Это тоже так же лечится, когда люди, которые что-то производят, начинают видеть людей из города, которые приезжают, которые едят мед, которые присылают свои отзывы, потому что мы регулярно в рабочий чат на производство скидываем все вот такие вот отзывы, которые люди пишут, и люди на производстве читают и понимают, для кого они это делают. Так этот клиент аморфный, он вдруг становится человеком, которому, если что, ну как это я ему плохо сделал, я должен сделать самое лучшее ему, понимаешь, да? Это процесс. А сколько времени прошло между тем, как ты заехала туда, ну вот на постоянку, и тем, как они поверили, что ты здесь надолго? С момента того, как люди поверили, что действительно мы на их стороне и не собираемся никуда деваться, наверное, первые 2 года было тяжело объяснить, почему надо этикетку не кверх ногами клеить, а нормально.
Ну, то есть это все какие-то базовые штуковины, но мы все это проходили. Где-то 2 года понадобилось. Ну, покажи хоть, как клеится-то. На. Давай. Образец. Так. Сначала Языком? мы клеим. В смысле? Тогда варенье стоило бы 1990. Кать, ты чё? Вот так. Клеишь бабулю, погладишь ее. Все. Поклейку этикеток тоже весело. У нас регулярно, значит, идет не бойня, но регулярно мы обсуждаем с женщинами на производстве, как надо клеить этикетки. Так. Чтобы было ровно. Клеишь бабулю. Смотри, у тебя бабуля высоко. Ну, Ну, как здесь? двойка. Черт. Все, не отклеивай уже. Ладно, не буду. отклеится. Сейчас. А здесь у тебя носик должен быть ровно посередине. Зачем? Неаккуратно, небрежно относитесь к работе. Так и не отклеивай уже, все. Ну да. Ладно, я так переверну, ну типа вот так. Не видно. Ты банку варенья заберешь. А твоя жизнь, жизнь твоих друзей происходит у деревенских на глазах. То есть вот ты, вот твои московские друзья, вот вы ездите... Сейчас, минуточку, у меня записано, на чем вы ездите. САП. САП. Ага. Значит, вот тебе привезли САП. Вот ты на нем, значит, рассекаешь по озеру. Но это выглядит, немножко, крипи, да? То есть, странновато на фоне деревни. А как они к тебе относятся? Это выглядит крипи, когда ты сидишь в Москве и в большом городе, и смотришь со стороны, когда у тебя есть стереотип одной деревни, и что вот это должно быть выглядеть как-то странно. Но у меня точно так же папа встал на САП и поплыл. И прикольно. Это просто новый опыт. Наша деревня, каждый раз, когда я что-то привожу, какую-то идею или что-то новое, да, они скажут, что это за фигня-то такая? Но самое главное — дать людям возможность распробовать. Неважно, соленый мед с фисташкой ты сделал, тебе скажут, плохо, все, выкидываем. А потом ты смотришь, а банка пустая. Потому что съели, потому что вкусно. Это же всегда так и во всем. Ну, то есть, как есть что-то новое, людям, кто не внутри процесса, кажется, что это как-то вот странненько, вот это все. А когда ты внутри процесса, и когда у тебя уже выстроены отношения с деревней, для них всегда любая новинка – это интересно. Там уже работает здоровое любопытство. И поэтому, то есть все абсолютно отлично относятся. О, коптер опять летает, классно. О, САП, да, Гузель, давай еще один САП, я хоть с тобой покатаюсь, говорит мне сотрудница одна. То есть все новое сейчас это уже предмет интереса, а не недоверия, как было раньше. Это все происходит, потому что у нас есть терпение. И ты видишь, куда ты идешь. Из-за очень большой сфокусированности, моей в первую очередь, потому что все-таки я задаю стратегию, куда мы будем двигаться. И поэтому, если раньше ко мне относились, такое, ты приходишь, говоришь по-русски, тебе по-татарски отвечают. Я хоть и татарка, да, я понимаю, но это очень большой показатель. А сейчас мне по-русски говорят. Просто потому, что очень сильно изменились отношения, потому что стадия недоверия, она проходит очень быстро, когда люди понимают, что а, меня не обманули, б, мне платят зарплату, и тут еще все развивается, и оказывается, мы кому-то интересны в мире. А ты же понимаешь, у нас очень много разных людей было в деревне. И индусы, и люди из Китая, да, у нас есть волонтер, афроамериканец, который когда-то к нам в деревню приехал, и теперь каждую зиму приезжает в гости, и все его называют Гуталин Малай. Шутят, говорят, гуталиновый мальчик. Но, в общем, он всех прекрасно любит, и как-то границы очень сильно расширились. Это же все про насмотренность, понимаешь? То есть, если ты этого не видел, изначально у нас всегда защитная реакция. Это значит, что плохо, страшно. А у нас этого больше нету в деревне. Если это что-то новое, будем разбираться. Сейчас посмотрим, дальше поглядим, может, действительно лучше будет. What do you do here in Mali Turish? So Guzelle is making us work. So we are her little dwarfs who are just making some. This is berries with caramel and some herbs. This is used to make some local tea. And then here we have spaces that's going to go into wine to eventually become mulled wine. Это правда, что для того, чтобы запустить производство взбитого меда,
Вы с отцом поехали в Германию покупать оборудование, и на это оборудование ты грохнула все свои московские сбережения. Ну, да, только, соответственно, папа был в деревне. Я ездила со своей подругой, мы купили оборудование, действительно потратили 300 тысяч рублей первых, вот когда-то вложенных в бизнес. Это действительно были накопления, которые были отложены на отпуск или еще куда-то. И привезли это оборудование в деревню, и мой папа тогда сказал: вы сумасшедшие, просто потому что дом в этой деревне он когда-то покупал за 30. А почему нельзя было нормальный мед производить? Да, просто потому что, начнем с того, что я не ем нормальный мед. Вот в этом году у нас отфасованный есть свежий действительно мед, свежий, откачанный из папиной пасеки, но я его не люблю. Меня в детстве кормили, понимаешь, как твой папа пчеловод и дед пчеловод. Тебе вот он, где вот этот обычный мед. Вот. Тем более, что он же засахаривается осенью. То есть ближе к зиме мед встает, и, соответственно, вот эти кристаллы вот в меду, я их не люблю. И поэтому важно было придумать какой-то продукт, которого на рынке нет, и попробовать его сделать. И оказалось, что это тот продукт, который можно есть. Тем более, если ты перемешал его с ягодками, которые собрали бабушки, то это вообще уже получается какая-то бомба. Сколько жимолости уходит на такую банку варенья? Ты меня спрашиваешь, будто бы по одной банке варенья делают. Я тебе могу сказать соотношение ягод и сахара, например. Нет, я хочу узнать, сколько трудятся бабушки. Я профсоюз бабушек. Вот сколько они времени тратят на то, чтобы собрать ягод, которых хватает на одну банку варенья? Тут все зависит от, как тебе сказать, от собственной выдержки, что ли. Потому что вот когда у нас идет ягодный сбор, и больше всего мы собираем земляники, естественно, то есть те, кто приносят тебе 5 банок и собирают ее 4 часа, а есть те, кто за эти же 4 часа приносят тебе 35 банок. Вопрос технический. Как землянику правильно собирать? Вот так или вот так? Я вообще лежа на пузе ее собираю. Да ладно. В рот. Хорошо, бабушка, у тебя вычеркиваем, как бабушки собирают. Потому что вот так ты собираешь, у тебя ноги затекают, вот так ты собираешь, у тебя поясница болит. Ну, так понимаешь, это мы с тобой, это как бабки рассуждаем, вот тут болит, там болит. Ну, они-то как? На коленях? Ну, кто-то на коленях, кто-то сидя, кто-то со стульчиком. Тут уже каждый приспосабливается как может. Ну, как ты можешь со стульчиком собрать ведро земляники? Маленькие такие банные стульчики. Сколько ты им платишь за маленькое ведерко? Мы не за ведерко, мы принимаем по пол-литровым банкам. Сколько ты им платишь за пол-литровую банку? 180 рублей за пол-литровую банку. Сколько стоит такая банка? 790 рублей, но это жимолость. Сколько стоит? Хорошо. Ну, как ты вредная. Ладно. Я четкая. Хорошо. Значит, еще раз. 180 рублей стоит банка пол-литровая земляники. Сколько стоит банка вот такая? Сейчас банка варенья на сайте стоит 990 рублей. То есть ты наварила 810 рублей. Да, ты плохо считаешь. Нужно понимать, что варенье варится, ты ягоду варишь килограммами, да? А в баночке, в пол-литровой, тебе кажется, что вот же пол-литровая банка. А вообще-то там всего лишь 210-220 грамм ягоды. Поэтому мы принимаем в литрах фактически, да? А производим мы в килограммах. Поэтому так считать, как ты считаешь, это неправильно. Себестоимость со всей логистикой, с банкой, со всеми делами, то есть земляничной банки, на 300 с копейками рублей. Себестоимость. Вот этой банки? Да. Сейчас. 690. Ты Хорошо, наварила. Пусть будет так. Хорошо. Что из этого ты тратишь на бабушек, что ты из этого тратишь на малый турыш, что ты из этого ты сама зарабатываешь, правильно? У нас, поскольку маленький бизнес, поэтому у нас есть зарплата у всех, и мы, соответственно, работаем за зарплату. Сейчас вся чистая прибыль, все деньги, которые остаются, они все идут в стройку. Поэтому сказать, что что-то ты там себе наварил, нет, не сказать. Ну, то есть вся эта прибыль сейчас вот она в доске, в окнах, сейчас вот трубы, коммуникации, это все, оно все идет в деревню. Если бы ты все это не строила, ты бы уже могла озолотиться и купить маленький частный самолетик? Нет, конечно, ты что? Это надо понимать цифры нашего бизнеса. В прошлом году у нас был оборот 21 миллион рублей. Это оборот. Поэтому это прибыль? очень маленький бизнес. Прибыль в производственном бизнесе редко выше 30%. Ты богатый человек? Ну, смотря чем мерить богатство. Если деньгами, то нет, абсолютно. Мое самое главное богатство и самое большое счастье – видеть, как одно мое действие и что-то, что я сделала, потом помогает очень многим людям и семьям. Этим я богата. Поэтому я очень счастливый человек. Вот, поэтому у меня, видишь, свои мерки богатства.
можно спуститься до моей самой любимой темы и самой простой, до истории про теплый туалет. Ты же знаешь статистику Росстата, да, что у нас сколько-то там, чуть ли не четверть населения России как бы ходит в холодный туалет. Туалет на улице, да. Да, да. И это было первое достижение, когда я спрашивала первых сотрудников на производстве, в чем как бы радость у вас. То, что сказали, тут чисто, светло и есть унитаз. Теплый. Понимаешь? Вот эти изменения в жизнях людей, они дорого стоят. Ну, то есть когда-то кто-то собирал ягодки на то, чтобы на эти ягодки купить детям тетрадки в школу. Или чтобы купить продукты. А сегодня я понимаю, что наши топовые сборщики ягод, у кого-то появляется теплый туалет в доме. А это большое достижение. У кого-то появляются новые окна. А кто-то дом обшил, чтобы он не гнил. Понимаешь? Это уже про изменение качества жизни, а не про выживание. И вот когда ты можешь оглянуться на эти 7 лет, ты понимаешь, что да, я за это горжусь. Что у меня получилось хоть сколько-то денег вернуть обратно домой, чтобы у людей было развитие. И когда ты видишь, что кто-то, например, задумался, чтобы накопить на машину в деревне, это супер круто. А кто-то задумал, чтобы строить дом или построил, это офигенно. И меня очень греет, когда я понимаю, что хоть чуть-чуть, но своим делом я приложила руку к этим изменениям. Вот это. Слушай, ну ты же не бессеребреница, да? Ты же не работаешь, ну скажем так, вот для них, но в убыток себе. Нет, конечно. Ну, как бы, какой смысл? Чтобы думать о других людях, все твои базовые потребности, ну, то есть базовые потребности, там, захотеть и поехать в отпуск, если ты этого хочешь, да, ну, то есть это должно быть закрыто в любом случае, конечно. Про уровень достаточности денег, да, вот кому-то нужен Мерседес, который перед нами едет, а кому-то нет. Ну, то есть у меня должна быть функция, да, у меня есть машина, эта машина когда-то покупалась, чтобы в нее влазило много меда. И в эту машину влазит 2 куба меда, если захотеть. Сейчас, понятное дело, что я уже не вожу мед, ну, то есть я могу отвезти какие-то заказы розничным клиентам, но так или иначе она когда-то для этого использовалась. И поэтому все, что я в своей жизни использую, оно покупается не для того, чтобы красивая картинка была, а для того, чтобы делать что-то и идти к своей цели вперед. А сколько в среднем раз, глядя на тебя, люди тебе не верят, что именно ты возглавляешь это дело? Ты знаешь, даже не знаю сейчас, потому что мое имя идет впереди меня. И поэтому мне уже никому не нужно ничего доказывать. Большинство людей знают, что я этим занимаюсь и изначально. Ну вот ты не выглядишь как здоровый мужик в пиджаке, который рулит большим бизнесом. Да, действительно, я не выгляжу. И если приехать просто в незнакомую аудиторию и сказать, да, знаете, вот я вот это сделала, построила, вот люди работают. 9 из 10 скажут no way. Просто потому что, да, я не соответствую привычному образу. И да, действительно, чем дальше в регионы, тем больше все привыкли решать все, ну, с мужчинами в пиджаках и важными. Когда мы готовили концерт Чайфа, ну, то есть у всех было такое, в смысле? То есть приезжает, например, начальник полиции и говорит, вот массовое мероприятие, тарам-тарам, с кем поговорить? Ты выходишь к нему в кепке, в шортах, он такой, Гузель Равильевну позови. Ты такой, знаешь, Гузель Равильевна, это я. И то есть такие, в смысле? Ну, то есть у людей никак не бьется картинка, что кто-то может заниматься такой работой, и что, да, это может быть девочка. Весьма себе хрупкая и маленькая. Мы добрались до Малого Турыша. Вот он, чудо-шатер начатой работы по фундаменту общественного центра, который мы все вместе с вами собираемся построить. Очень мало таких людей, как Гузель, которая берет и делает дело. Поэтому не будьте равнодушными, делайте сами что-то или участвуйте вот в подобных делах. Как тебе удалось организовать этот концерт? Как вообще пришла эта идея? Как ты их уговорила всех? Ты знаешь, когда я запустила первый краудфандинг на общественный центр и сказала, что мы хотим построить клуб, он же общественный центр для бабушек в Малом Турыше, я стала представлять идеальную картину. В моей голове всегда живет 2 картины. Идеальная и очень плохая. И на каждую из них у меня всегда есть стратегия, что я буду делать. Ну, а реально получается посередине. И вот я стала представлять, вот построится общественный центр, чего нам не хватает при всей той красоте, которая есть. Это Уральская Швейцария. То есть там супер круто, все счастливы, и появилось много всего. И я поняла, что мне очень хочется, чтобы там играла музыка, которая будет объединять людей просто за.
И когда я стала думать, а что бы это за музыка была, и пусть еще не на построенном, например, общественном центре на фундаменте, я стала думать, а кто у нас на Урале номер один? Ну, то есть объективно, и кто объединяет несколько поколений слушателей. Группа «Чайф» — это музыка моего детства. Я знаю очень много песен наизусть. И это такие уральские мужики, настоящие. Я попросила назначить встречу с продюсером, с Дмитрием Гройсманом здесь, в Москве. Я пришла и сказала: Дмитрий, тут такое дело, мы тут общественный центр строим в деревне посреди нигде. А не хотите ли вы сыграть концерт посреди нигде? За бесплатно? За бесплатно. Класс. Поддержать нашу, так сказать, классную инициативу. Да. Ну, понимаешь, что переговоры в Москве, то есть тут, в принципе, когда ты такое вслух говоришь, все смеяться будут. Дмитрий все это очень выслушал, сказал: хорошо. Напишите, очень интересная идея. Очень хорошая, интересная идея. Напишите, пожалуйста, письмо Владимиру, я все передам. Я сказала: знаете, Дмитрий, тут такое дело, а я с ним уже один раз рассказывала, ну, я еще не знала в тот момент, что я общественный центр буду строить, но он примерно историю в курсе, он знает. И потом мне позвонил Дмитрий и сказал: Гузель, тут Владимир прилетает, давайте мы встретимся в Москве. И мы встретились, все обсудили и решили, что да, концерт будет тогда-то. Все. Бабушка успела увидеть приезд Чайфа, концерт? Да. Ну, мы тогда не знали, что это были ее последние танцы. Ты отплясала? Она плясала со всеми от души, и мы с ней вместе плясали. И я не знаю, кстати, до сих пор. Я знаю, что она несколько песен знала, но я не знаю, знала ли она вообще с точки зрения картинки, кто эти люди, потому что раньше же всегда ты звук слышал, ты не видел картинку. И поэтому, да, она была очень счастливая, очень довольная. А самое главное, что она потом подошла ко мне и сказала: слушай, а кто все эти люди? Они все меня обнимали. А почему они приехали к нам? Ну, то есть ей было никак непонятно. Бабушка, ну, до своих последних дней она действительно не осознавала, насколько она стала символом для всей нашей аудитории. Как-то так все получилось. Мне кажется, в общем, эта история очень показательная, потому что сыграть концерт посреди нигде, просто потому что тут завелись какие-то странненькие, но которые хотят делать это так, да, ты потрудишься несколько часов, да, ты приедешь. Но ты в этот момент наверняка будешь осознавать, что я помог идти дальше вперед. Это очень, ну, как бы, это очень важная штуковина. В нашей истории сейчас очень многое зависит просто от слова и просто от вовремя сказанного «да». То, насколько потом это может быть не одна деревня опять. Мы живем в патриархальной стране? Я бы сказала, что пока да. Что должно измениться, чтобы это было не так? И хотела бы ты, чтобы так изменилось? Ты знаешь, мне бы вообще хотелось, чтобы был баланс. Вот. Баланса до сих пор нет. Мне бы, наверное, хотелось, чтобы стало больше женщин, которые принимают какие-то решения, которые несут ответственность за эти решения и которые действительно что-то решают. Чем женщины лучше, чем мужчины? Я не говорю, что они лучше, я говорю про то, что должен быть баланс, потому что это просто обычно разные стратегии и разные методики управления. Тебя бесит, когда на твоих публичных мероприятиях больших тебе говорят о том, что ну куда вы полезли, ну сидите дома, борщ варите, ну что вот, я не знаю. Слушай, сейчас такого вообще не происходит. Это было раньше, действительно, когда я все начала, действительно было так. И я это очень вижу по той аудитории, которая приходит потом задавать мне какие-то вопросы, которая стоит в очередь. И вот если раньше, в самом начале, когда только все началось, это были в основном женщины со слезами на глазах, которых тронуло все, что мы делаем, мужчины обычно делали так, и все. То сейчас я понимаю, что женщины в большинстве своем смущаются, они ко мне не могут подойти, они просто стоят рядом и ничего не говорят. Ко мне приходят мужчины, которые пожимают мне молча руку, а потом что-то говорят. Так есть еще те мужчины, которые говорят: Гузель, я 3-4 года на вас посмотрел, какая вы маленькая. Я пошел, и у меня сейчас вот производство сушеной дыни в Камышине.
или еще где-то. Сейчас очень много мужчин, которые пишут и говорят: я когда-то на вас посмотрел, понял, что я сильнее, я больше могу. Я пошел и сделал. Да. И таких историй, то есть я их прямо собираю по крупицам, я понимаю, нормально. Значит, моя стратегия, что я создаю прецедент, и я говорю, что можно и нужно. Что произошла за история на твоей лекции, когда люди, практически как на выступлениях Брежнева, встали и стоя аплодировали тебе несколько минут? Что ты там такое сказала? Это был форум в Новгороде прошлой осенью. И я просто рассказывала про свою работу и что я делаю в деревне. Но интересно было посмотреть на аудиторию в зале. В большинстве своем это были чиновники. И поэтому я понимаю, что там и губернаторы сидели, и замы губернаторов. И в большинстве своем, конечно, это были мужчины. Женщин было очень мало в зале. И это, конечно, очень выбивает, когда ты понимаешь, что ты второй человек, который поднимает сейчас зал на ноги и аплодирует тебе дольше, чем Дмитрию Анатольевичу. Подумайте о том, что вот этот 14-летний ребенок смог. А вы, я сейчас в большей части обращаюсь к мужчинам, можете гораздо больше и гораздо сильнее. Просто скажите другому человеку, да, и поддержите. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Я просто сказала, что хотите развивать деревню и хотите что-то делать. Вот у вас есть руки, у вас есть голова, вы тоже можете делать. Но вы должны понимать, что это процесс, который занимает годы. И нужно быть внутри этого процесса, а не рассуждать откуда-то снаружи, из города. Вот. Ничего особого не сказала. Может быть, людям показалось это настоящим патриотизмом. Это то, что все ищут сейчас. А что такое патриотизм? У нас все это понимают по-своему. Но мне кажется, что большинство тех людей, которые ко мне после лекции подходили, они сказали: вот как надо Родину любить. У меня всегда было ощущение, что вот такая неоднородная и местами заброшенная страна – это вопрос нелюбви. То есть там никто не живет постоянно, никто это место не любит, и поэтому оно довольно хреново выглядит. У тебя есть какое-то этому объяснение? Я бы не сказала, что это не любви, потому что мне пишут в день несколько человек, которые хотели бы развивать свой дом, свою родину, свою деревню, но по какой-то причине они оказались в городе, а сейчас очень сильно тоскуют и думают, не вернутся ли обратно. Потому что любовь, она есть. Но кроме любви, ты же прекрасно понимаешь, что если ты планируешь какое-то будущее, ты понимаешь, что в отдаленной территории образование получить, нет, скорее всего, нет. А работу найти для начала, это тоже большая проблема. И поэтому, это огромный комплекс факторов. И списывать это на нелюбовь, я бы не стала, потому что большинство людей очень любят свой дом. А мало того, отмотай на 10 лет даже назад. Ведь когда-то было не модно говорить, откуда ты родом. Все приехавшие в Москву, и все старались быть москвичом. А сегодня я понимаю, что все стали гордиться тем, откуда он приехал. Поэтому это все очень позитивный тренд. Москва – это уже твой город? Да, люблю его. Ты купила здесь себе уже квартиру? У меня есть ипотека. То есть ты купил квартиру в ипотеку? В Замкаде дальнем. Не в Москве? Нет, москвичка я не хочу становиться, я уралочка. Какие 3 вещи должно сделать государство для того, чтобы жизнь в России стала децентрализованной, чтобы Москва была не единственным городом в стране, в котором можно было бы жить и зарабатывать? Вот смотря на нашу деревню, я понимаю, что в целом-то надо 4 шага, чтобы все вернулось обратно, да? То есть первое – это дать работу. Если раньше, когда-то при Советском Союзе вся работа по факту была государственная, да, и тебе там сразу и квартиру, и какие-то социальные гарантии, все-все-все, то сейчас мы живем в другом мире, мы живем в мире рынка. И поэтому навешивать, дать работу государству мы не можем, потому что это несправедливо. То есть должны появиться предприниматели, которые дают работу. Либо ты сам становишься предпринимателем, либо ты идешь в найм. Вот, вторая штуковина, нужно, чтобы развивалась инфраструктура. Вот это как раз вопрос. Это больницы, школы. Когда мы говорим инфраструктура, это какое-то очень общее слово. Сначала это дороги, электричество, если это возможно, газ, а потом дальше больницы, школы, детские площадки, чтобы людям стало жить комфортно. Третья штуковина, должны быть налажены связи. Опять же, без инфраструктуры и без дорог это невозможно. Связь это что такое? Связи, если, например, появился предприниматель в деревне, как мы, да, у тебя должна быть связь с городом, потому что, скорее всего, твой рынок в городе. И, соответственно, это с одной стороны. С другой стороны, любой населенный пункт и, любой человек, что ли,
он должен понимать, что он, находясь в деревне, он не один, он не закрыт, он кому-то нужен. И вот эти вот связи, ощущение, чтобы ушло ощущение ненужности, бесполезности, что я ничего не решаю, это тоже про связи. Ну, то есть у нас вот эта штуковина сломалась, когда, мне кажется, у деревни открылись глаза, и когда они поняли, что, оказывается, мы классно. Это было ровно тогда, когда у тебя в поле приезжает группа «Чаев». Понимаешь, когда люди из больших городов приехали на концерты, рядом с нами плясали, как бы плясали наши бабушки. И когда все пели одну песню, вот в этом моменте ты понимаешь, все, этого страха быть покинутыми, ненужными, его больше нету. Все сейчас очень четко понимают в деревне и в соседних деревнях, и все спрашивают, а кто еще приедет? Понимаешь? А кто еще приедет, кстати? Пока не знаю. Ну ты бы вот хотела, чтобы кто там пел? Мы проводили опрос, это конкретно номер один, кто у нас в стране, номер один певица – это Земфира. Если Земфира Талгатовна приедет и споет одну песню на татарском, просто это порвет всех. Вот. Правда, есть еще запрос на симфонический оркестр у нашей аудитории, потому что, да, ну, в общем, Земфира Талгатовна, пожалуйста, с симфоническим оркестром и на татарском, тогда просто… Вау! Понимаешь, да? Турыш, Земфира! Симфонический оркестр, песня на татарском какая? Она пела песню «Койда», ее знают. Четвертый шаг какой? Четвертый шаг – это про планирование. Потому что наша задача, когда мы общественный центр построим, моя задача – научить людей бизнесу. К сожалению, люди в деревне в большинстве своем, они живут сегодняшним днем. В лучшем случае. То есть я вот знаю ровно сейчас, что я сейчас буду делать. А что будет завтра, ну, как Бог пошлет. А я понимаю, что если ты хочешь заниматься бизнесом, пусть даже микробизнесом, пусть там с оборотом 2-3 миллиона рублей в год, ты должен уметь считать. Ты должен понимать и планировать. И вот это, соответственно, четвертая штуковина, которой мы должны в общественном центре людей научить. Какие отношения у твоего бизнеса с властью? Тебе власть помогает, мешает, или вы находитесь в параллельных вселенных? Если ты хочешь развивать деревню, если ты хочешь развивать территорию, ты будешь работать с администрацией. В любом случае. Это нормальный рабочий процесс. Нельзя не. То есть ты приходишь, видишь там портрет Путина, и тебя это вообще не парит? Ну, есть президент. Но когда ты развиваешь что-то в деревне, тебе вот какой там президент не очень-то сильно важно. Потому что конкретно, не знаю, условно, получить разрешение на строительство, получить какое-то решение о выделении земли и так далее, это не президент решение принимает. Есть процедура, у нас все-таки федерация, огромное государство с кучей органов государственной власти, администрации. Поэтому ты идешь, соответственно, решать вопросы с местной администрацией. И вот у нас в районе я понимаю, что есть администрация, которая в рамках своих полномочий, в рамках своих бюджетов, но это, если сравнивать с Москвой, это смешные бюджеты. И в рамках того, что мало что можно решить, вот на месте, в городе Красноуфимск, про район я говорю, да, то есть очень много решается где-то в области, а им уже сверху по процедуре, соответственно, спущено должно быть. И я понимаю, что они делают очень много, но проблема в том, что большинство людей не хотят видеть этого. Но, с другой стороны, я понимаю, что еще 2 года назад у нас, например, нельзя было прочитать в новостях, а что у нас в районе сделали, да. Сейчас у нас у главы района, например, есть там паблики ВКонтакте, и они стараются и пишут, то есть специально пишут о том, что они делают. Потому что очень часто это же вопрос отсутствия диалога. Ну, то есть человек сидит за забором и говорит: вы ничего не делаете. А те сидят в кабинете такие: в смысле ничего? Мы тут детский сад открыли, вот тут вот 100 метров дороги сделаем, тут вот это, тут вот это. Ну, сорян, ну вот сколько у нас есть денег, на то и успеваем делать. И до тех пор, пока люди не коммуницируют, а соцсети вообще отличная штука для этого. Складывается ощущение, что одни не делают, а одни только обвиняют. И поэтому сейчас я просто наблюдаю за тем, понимаю, что у нас в районе они отжимают максимум, что могли бы сделать, исходя из ситуации, да. Тебе предлагали вступить в Единую Россию, агитировать за Единую Россию в обмен на какие-то привилегии твоему бизнесу? Нет. Если мы говорим про партию «Единая Россия», нет. Но предлагали стать депутатом Государственной Думы. И ты? Отказалась. Почему? А зачем? Ну, это помогает помогать своему бизнесу.
И вообще ты будешь влиять на закон? Я не вижу в этом особой нужды для нашего бизнеса, во-первых. Во-вторых, я понимаю, что я сейчас на своем месте, и я сделать могу гораздо больше, если я это делаю, просто потому что я хочу, а не потому что должна. Понимаешь? Это так же, как в отношениях. Когда ты хочешь и когда ты любишь, ты стоишь рядом, и ты всегда подставишь плечо. А если ты должен постоянно, скорее всего, в какой-то момент ты не будешь стоять рядом. У тебя растет дочь. Ты бы хотела, чтобы эта дочь жила там, в Малом Турыше, или чтобы она жила в Москве, или чтобы она получила образование за границей теперь, когда ты заработала деньги? Ты знаешь, это ей самой предстоит решать, где ей получать образование и где ей жить. Она ничего не должна, и она сама выберет путь. Моя задача просто стоять рядом и показывать разные альтернативы и поддерживать. Ну ты девочку бережешь от деревни или ты ее возишь с собой? Первый раз мы приехали, когда ей было 2 месяца. Просто а какой смысл беречь? Зачем? Очень часто люди в городах считают, что что там в деревне, чему она там научится? Очень многим полезным житейским вещам, которые дети в городе не умеют. Например? Например, знаешь, я иногда встречаюсь с разными подростками, потому что я часто же езжу спикером, и я понимаю, что выросло поколение детей, которые даже не знают, откуда молоко, которые не знают, как мед в банке оказывается. То есть это какие-то базовые штуковины, которые нам очевидны, да? А я понимаю, что выросли уже те дети, которые росли исключительно в городе, у которых уже не было связи с бабушками, с дедушками, для которых деревня – это просто аттракцион. И поэтому какой смысл? Я хочу, чтобы многообразие мира все было в голове. И поэтому не надо ничего прятать, надо показать все. Мы в какой-то момент, люди у нас очень долго просили, сделайте нам сушеные ягоды, чтобы добавлять их в кашу. И в итоге у нас есть набор, в котором можно заказать сушеную малину, землянику и лесная клубника. Это мы специально сделали такую упаковку, чтобы люди понимали, потому что люди в Москве очень часто не знают, что есть 2 разных ягоды. Вот есть земляника, а есть лесная клубника. И в чем разница? Во вкусе. То есть эта ягодка, она собирается без плодоножек, то есть она чистая такая собирается. А лесная клубника, она вся собирается такими попками. И у нее свой особенный аромат. Она что другая вкуснее? на вкус. На вкус и цвет тут невозможно сказать. Эта ягода, она более сладкая. Ее очень клево в чай. Часть вашего заработка сейчас – это гостиницы и туры. Нам было важно не зарабатывать скорее на этом, а показать людям в деревне, что гости бывают разные, они говорят на разных языках, они, может быть, с безглютеновым меню, но они такие же люди и такие же ценности у них примерно, даже если ты говоришь с ними только через Google Translate в режиме разговора. Ладно, они разговаривают с ними через Google Translate? Это реальная история. Мои родители не говорят по-немецки, не говорят по-английски. Когда к нам приезжала пара, она немка, а он из Великобритании. И мне родители действительно присылали видео, как они общались, потому что я не могла прилететь. И это был большой челлендж для них. Тем более, что парень безглютеновое меню. Понимаешь, в деревне безглютеновое, в смысле, веганы, вегетарианцы, а тут безглютеновое меню. Все такие, что это? Но при этом все разобрались. И, видео лежит смартфон на столе в режиме разговора, Google Дока. Тут, папины наливки, мои родители, ребята, и они разговаривают через Google переводчик. Пусть он переводит немножко крипи и странно, но самое главное, люди понимают друг друга. Там уже потом и на брудершафт было. Наливка же лучше Google переводчика. Так вот, Google переводчик и наливка, и все отлично работает. Мне раньше, когда я еще работала здесь, в Москве, и просто ездила в отпуск домой, мне всегда было очень сложно, что в моей жизни никак не совмещалось. То есть мой дом, который был там, и какая-то жизнь здесь. Понятно, что сейчас у меня есть просто несколько мест, что я считаю домом. Дом там, где я есть сейчас. И поэтому я понимаю, что пока у меня есть силы, и мне прикольно, я буду где-то между. Взять и привязаться к одному месту – нет. Хотя, опять же, при этом я понимаю, что в следующую поездку в Екатеринбург я поеду покупать землю. То есть, да, я куплю землю в Турыше. Дорогая земля. Нет. Последние 5 вопросов. Если бы тебе пришлось выбирать, то кем бы ты родилась, мужчиной или женщиной? Я бы ничего не меняла, мне супер классно.
Чем на самом деле отличаются мужчины и женщины? Стратегией, что ли, развития, неважно, какую позицию в этот момент занимают. Мужчины, они готовы завоевывать, бежать быстро, много и немедленно. А женщины совсем по-другому. Они созидают, они терпеливые, они по крупице. Дом, семью, вода, камень точит. Это больше про женщин. Вот если бы на моем месте был мужчина, если бы у моего папы был сын, то, скорее всего, стратегия в бизнесе была бы такая: быстро, много тонн, быстрее продать в Китай, много денег. Это то, что я вижу. Я сейчас очень утрирую, очень крупными мазками. Но вот сразу большой кусок. Но я девочка. Поэтому я понимаю, медленно, не торопясь, очень аккуратно, но устойчиво, чтобы осталось детям. Может ли женщина стать президентом России? А почему нет? Вполне себе может. Если бы ты стала президентом России, кстати, мне бы понравилась эта мысль, то какими бы были 3 твоих первых указа? Конкретно, наверное, не скажу, но это было бы в первую очередь про человека, про жизнь человека, про ценность этой жизни. Потому что то, что мне сегодня не хватает, у меня иногда складывается ощущение, что обычный человек – это не очень важно. А я понимаю, что вообще-то государство должна быть ценность каждой жизни и каждой частной истории, какой бы она ни была. И поэтому, наверное, у меня бы все было про социалочку. То есть я про то, что пора бы уже развернуться к тому, как живут у нас люди в стране. И страна у нас не заканчивается в 2 столицах и в городах. Наша страна очень большая, и большая часть электората, и большая часть людей живет не в городах. И вот мне бы очень хотелось, чтобы наше государство думало вот про такие маленькие-маленькие населенные пункты и вот про таких маленьких-маленьких людей, которых незаметно из большого города, потому что слишком ярко светит свет. Что важнее, милосердие или справедливость? Я бы сказала, наверное, что справедливость. Потому что мне в моей работе тоже приходится иногда принимать решения, когда есть жалко и когда есть милосердие, но когда есть справедливость. И я понимаю, что я стала более выдержанной, что ли. И если раньше мною двигало часто милосердие, то сегодня я все-таки за справедливость. Потому что очень часто милосердие, особенно когда человек, которому ты будешь милосердным, об этом не просил, он очень часто этого не ценит. Поэтому справедливость будет в начале. Что важнее, правда или безопасность? Мне бы хотелось жить в такой стране, где в первую очередь есть правда, а потом все остальное. Но сегодня я вижу, что на первом месте безопасность, а потом уже правда. И для тебя в том числе? Скорее так, да. Теперь важная часть благодарности и работы над ошибками. Благодарности. Спасибо, что вы нам пишете, спасибо, что комментируете, спасибо, что помогаете нам стать лучше. Работа над ошибками. Автору лучшего варианта вопроса, который я должна была бы задать Гузели, но не задала, наши друзья из Storytel подарят годовую подписку. Вопросы, пожалуйста, оставляйте в комментариях, мы прочтем и выберем победителя.